Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие вглубь веков, чтобы раскрыть 10 древних тайн, спрятанных в настенных рисунках. Эти загадочные изображения, высеченные или нарисованные на скалах и стенах пещер, не просто древнее искусство. Это окна в мир наших предков, их мысли, верования и, возможно, даже знания, которые мы до сих пор не можем полностью понять. Я постараюсь не просто перечислить факты, а погрузить вас в размышления о том, что скрывается за этими линиями и символами. Готовы? Тогда давайте начнем. Первое, о чем стоит поговорить, это пещера Шовы во Франции. Открытая в 1994 году, она стала настоящей сенсацией. Здесь находятся одни из самых древних и детализированных наскальных рисунков, возраст которых достигает 30-33 тысяч лет. Представьте, в то время, когда человечество только начинало свой путь, кто-то уже создавал настоящие шедевры. На стенах Шовы мы видим мамонтов, шерстистых носорогов, львов, животных, которых современный человек знает только по костям да реконструкциям. Но вот что интересно, эти рисунки не просто изображения добычи. Они выполнены с невероятной точностью, с учетом перспективы и светотени. Почему древние люди вкладывали столько усилий в создание таких сложных образов? Может, это был не просто способ запечатлеть окружающий мир, а нечто большее – ритуал, призванный связать их с духами природы? Или, как предполагают некоторые исследователи, это могла быть попытка передать знания о повадках животных будущим поколениям. Тайна Шовы в том, что мы до сих пор не можем точно сказать, где заканчивается искусство и начинается магия. Теперь перенесемся в Турцию, Гёбекли-Тепе. Это не пещера, а целый комплекс мегалитов, построенный около 12 тысяч лет назад, задолго до Стоунхенджа и египетских пирамид. Здесь обнаружены Т-образные столбы, украшенные рельефами животных – скорпионов, лис, змей, кабанов. Но самое поразительное – это то, что Гёбекли-Тепе создано охотниками-собирателями, а не земледельцами, как считалось раньше. Как люди, не знавшие сельского хозяйства, смогли организовать такой масштабный проект? Некоторые ученые считают, что рисунки на столбах – это не просто декор, а звездные карты или мифологические сюжеты. Например, фигура Скорпиона может указывать на созвездие Скорпиона, а расположение столбов – на астрономические события, вроде солнцестояния. Но есть и другая мысль. А что, если это место было первым в мире храмом, где люди собирались, чтобы постичь смысл жизни и смерти? Загадка Гёбекли-Тепе в том, что оно переворачивает наши представления о том, как зарождалась цивилизация. Далее – Боливия, гора Саяма. Здесь находятся геоглифы, которые в 15 раз больше многих известных аналогов. Площадь этих рисунков – около 7500 квадратных метров, а длина некоторых линий достигает 18 километров. Их обнаружили относительно недавно благодаря спутниковым снимкам, и до сих пор они изучены лишь поверхностно. Линии высечены в твердой горной породе с такой точностью, что кажется, будто их чертили по линейке. Кто-то считает, что это астрономические инструменты, другие видят в них карту ритуальных захоронений. Но меня лично поражает масштаб. Представьте, сколько людей и времени потребовалось, чтобы создать такое в условиях, где нет ни современных инструментов, ни технологий. Это заставляет задуматься. Возможно, у древних были знания или методы, о которых мы даже не подозреваем. Четвертая тайна. Белая лошадь из Уффингтона в Англии. Этот геоглиф длиной 115 метров вырезан в холме и заполнен измельченным мелом. Ему около 3000 лет, и он до сих пор остается загадкой. Некоторые археологи считают, что это изображение связано с боевыми ритуалами, другие предполагают, что это символ плодородия или даже карта звездного неба. Но вот любопытный факт. Местные легенды говорят, что лошадь время от времени оживает и спускается с холма, чтобы напиться воды. Конечно, это миф, но он намекает на то, что рисунок имел для древних кельтов сакральное значение. Может, это был не просто знак на земле, а воплощение их связи с природой или духами? Пятая остановка – пещера Альтамира в Испании. Ее называют Сикстинской капеллой первобытного искусства. Рисунки бизонов, лошадей и оленей, созданные 14-20 тысяч лет назад, поражают своей реалистичностью. Художники использовали естественные изгибы стен, чтобы придать изображениям объем, окраски, охру и уголь. Наносили с помощью примитивных, но эффективных техник. Но вот вопрос, зачем? Многие считают, что это был охотничий ритуал – нарисовать зверя, чтобы обеспечить удачу в охоте. Однако есть нюанс – в Альтамире почти нет следов жилья или очагов.
Получается, пещера не была местом обитания, а чем-то вроде святилища. Может, древние приходили сюда, чтобы общаться с потусторонним миром? Или это был способ запечатлеть свои страхи и надежды? Шестая тайна. Петроглифы Блайта в Калифорнии. Эти гигантские рисунки в пустыне Колорадо изображают людей, животных и геометрические фигуры. Самый большой из них достигает 50 метров в длину. Их возраст – около 1000 лет, но точное предназначение неизвестно. До 1932 года о масштабах этих геоглифов никто не подозревал, пока не начали использовать аэрофотосъемку. Некоторые исследователи связывают их с шаманскими практиками, утверждая, что рисунки могли быть частью трансовых ритуалов с использованием мескалина из кактуса пейот. Интересно, что рядом с фигурами находят следы костров и подношений, что подтверждает их ритуальное значение. Но что именно пытались сказать древние жители пустыни, остается загадкой. Седьмая тайна – пещера Ла-Пасьего в Испании. Здесь в 2018 году нашли рисунки, которым более 64 тысяч лет. Это красные линии, напоминающие лестницу, и отпечатки ладоней. Удивительно, что их создали неандертальцы, а не Homo sapiens. Это перевернуло наше представление о том, что искусство было исключительно привилегией современных людей. Но что означали эти символы? Были ли они просто украшением, или это попытка передать сообщение? Некоторые ученые предполагают, что неандертальцы могли использовать рисунки как маркеры территории или даже как примитивный календарь. Это заставляет задуматься, насколько сложным было их мышление. Восьмая тайна – петроглифы Каповой пещеры в России. Найденные в Башкортостане, эти рисунки возрастом около 36 тысяч лет изображают мамонтов, лошадей и абстрактные знаки. Что любопытно, многие из них были скрыты под слоями натечных образований и обнаружены случайно. Среди находок – чаша, возможно, использовавшаяся как лампа или емкость для краски. Но вот вопрос. Почему рисунки находятся в труднодоступных уголках пещеры? Возможно, это было место инициации или тайных обрядов, куда допускались только избранные. Или же древние хотели защитить свои послания от времени. Девятая тайна – наскальные рисунки Бхимбетки в Индии. Эти изображения эпохи мезолита, созданные 10-12 тысяч лет назад, показывают сцены охоты, танцев и повседневной жизни. Но среди них есть и странные фигуры. Например, человек с рогами или существа, похожие на гибриды животных и людей. Некоторые исследователи считают, что это отсылка к шаманизму или мифам об оборотнях. Интересно, что краски здесь делали из крови животных и минералов, что придавало рисункам особую долговечность. Но что вдохновляло древних художников на такие образы? Были ли это реальные существа из их мира или плоды воображения? И, наконец, десятая тайна. Рисунки в пещере Лиангте-Донгде на Сулавеси, Индонезия. В 2021 году здесь нашли изображение свиньи возрастом 45 тысяч лет, возможно, древнейший в мире рисунок животного. Над свиньей 2 отпечатка ладоней, словно кто-то оставил свой автограф. Анализ показал, что рисунок был создан с использованием урановых изотопов в кальциевых отложениях. Но зачем рисовать именно свинью? Может, это был трофей, которым гордились охотники? Или символ, связанный с местными верованиями? Ученые отмечают, что Сулавеси особенно богат наскальной живописью, но причины этого феномена пока не ясны. Итак, что объединяет все эти тайны? Настенные рисунки – это не просто картинки. Это язык, который мы еще не научились читать до конца. Они рассказывают о мире, где человек был неотделим от природы, где каждый штрих мог иметь сакральный смысл. Возможно, в этих линиях и символах скрыты знания, которые мы потеряли, погрузившись в технологии и прогресс. Или же это просто отражение человеческой души, которая всегда стремилась к творчеству, даже в самые суровые времена. Как вы думаете, что хотели сказать нам древние художники? Делитесь своими мыслями в комментариях, ставьте лайк, если вам понравилось это путешествие в прошлое, и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые загадки истории. До встречи в следующем видео.